Опа! А вот и я. Друзья, всем привет. А вы в курсе, что человек, который взял в руки прибор Deus 2 и начал им пользоваться, сразу попадает в классификацию деусоводов определенную? Вы спросите, что за классификация? Она на самом деле существует. Каждый человек, пользующийся Деусом, относится к одной из категорий. Что за категории, вы спросите? Смотрите, можно разделить их так. Первая категория – несмышленыш. Это человек, который услышал про прибор Deus 2, увидел, как продуктивно им пользуются другие копатели, решил его приобрести. Приобрел, включил и охренел. Он вроде пользовался какими-то другими приборами, но Deus он понять не может никак. Он не может понять, как это все работает. Звуки его пугают, настройки его пугают. И он, попользовавшись им какое-то время, спешно от него избавляется. Я, кстати, реально знаю таких людей, которые не поняли этот прибор и, и быстренько от него избавились. И сейчас всем кричат, вернулись к своим теркам 705 и счастливо ходят, копают монеты. Вот, реально есть такая категория людей. Но что делать? Бывает и так. Переходим к следующей категории. Лошарики. Это люди, которые купили прибор Deus 2, но ни хрена в нем не понимают и не хотят понимать. Они за деньги там, за что-то еще, там, не знаю, покупают чужие программы, просят им их настроить и боятся, не дай бог, сбить эти настройки. И с ними ходят всю оставшуюся жизнь, ничего не меняют, ничего не пробуют. Ну, реально есть такие люди, которые хотят пользоваться прибором Deus 2, но в нем ни хрена не понимают, не знают, как это все работает. Настройте мне готовую программу, я готов заплатить за это деньги, и я буду с ним ходить. И они с ним ходят и копают, порой успешно. Следующая категория – это пользователи. Пользователи это те, которые купили Deus 2 и особенно не заморачиваются. Они включают предустановленные программы, от первой там, до 12, в зависимости, где копать, регулируют чувствительность, скорость и копают себе и не заморачиваются. И успешно копают, поверьте мне. Таких я знаю большинство. Следующая категория. Это категория продвинутый пользователь. Это человек, которого не устраивают штатные программы, который пытается что-то изменить, сделать какую-то там свою программу, пытается что-то по, по минимуму узнать о приборе, вот, и, короче, он более активный, чем обычный пользователь, он немножечко в приборе решил разобраться, вот. И, в принципе, так же само сделал свою программу или поинтересовался у других, как это сделать, но как бы своими руками все это делает. Это как бы можем назвать продвинутый пользователь. Дальше. Следующая категория очень интересная. Это тестировщики. Эти не копают вообще. Эти всю жизнь изучают прибор. Они все изучают прибор, они сидят на всех специализированных Деуса форумах, скандалят, ругаются, пытаются изобретать какие-то эликсиры настроек, чтобы там не видеть железо, видеть только цветные цели, пытаются под гвоздями найти монету там, под топорами, воюют с грунтом, пытаются отстраивать грунт, носят с собой гайки, некоторые носят с собой кучу говна, пытаются отстраивать на этой куче говна. И по-разному. В принципе, у этих людей очень, у них наиболее у них склонность к суицидам и к психическим расстройствам. Это так называемые тестировщики. И последняя категория – это гуру, которые досконально изучили прибор, все про него знают, все знают, как он настраивается, как максимально выжать из него
все нужные параметры, которые нужны им для поиска, и особенно об этом не трепят никуда, а успешно копают, смотрят на всех, посмеиваются со стороны и ходят и выкапывают все, что можно. Вот это гуру поиска. Вот. В принципе, вот такие классификации. А вот теперь вы, кто пользуетесь Деусом, можете себя причислить к одной классификации, и если не стесняетесь, напишите в комментах, кем являетесь вы. Вот будет интересно посмотреть, статистику собрать, сколько, кого, вообще, каких категорий больше, каких меньше. Это, конечно, сарказм небольшой, но поверьте мне, что-то в этом наверняка есть. Так что подписывайтесь на канал, пишите в комментах, кто ты, воин, к какой категории ты относишься. Ну, все, дальше встретимся на копе. Всем пока.